не можете добиться качественного прокраса бровей, сегодня мы с вами разберем 5 основных ошибок, которые мешают мастерам увидеть красивые зажившие работы без измененного цвета, без пятен, без рваных контуров. Короче, разберем все основные проблемы при создании бровей. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школ, сети студий по перманентному макияжу и первого в России открытого производства по пигментам для перманентного макияжа. Можете прийти к нам в любой момент на экскурсию и посмотреть, как это работает. Нужно скачать приложение Метроном, можно онлайн, можно прям приложение установить себе. Этот звук позволит вам в этом ритме создавать штрихи. Вы можете замедлить или наоборот ускорить, в зависимости от того, с какой скоростью вам удобно, потому что здесь правил нету. Такая неочевидная ошибка – это нестабильный штрих. То есть вы начинаете работать, допустим, у вас бровь нарисована, сейчас я ее нарисую. То есть вот у вас бровь, вам нужно ее прокрасить. Начинаем с хвоста, ну кто откуда, я всегда начинаю с хвоста. И вот вы начинаете красить, и получается, что вот у вас один штрих длинный, один короткий, один закапывающийся, вы заполосились, вы с разной скоростью совершаете это движение. И получается, что каждый ваш штрих, вот я сейчас здесь рядом покажу, то есть вот один у меня штрих длинный, один короткий, скорость разная, короче, расстояние между штрихами может быть разное. И все это дает нам разный по качеству штрих. Вот, например, длинный штрих, в нем там штук 8 точек, а не одного размера. Более медленное движение руки, здесь уже штук 20 точек, и они более мелкие, есть вариант, что вы на большей глубине. Какой-то короткий штрих. Короче, все они дают вам вот тот самый неравномерный прокрас в конце. То есть, когда вроде бровь закрашена, но заживает как-то странно, разномастным оттенком, потому что, когда вы на большой глубине, у вас более холодный оттенок. И, например, вы даже сразу видите, что вот здесь там пустота. Вы хотите вернуться, ее закрыть, но это почти всегда уже сложно. И у вас может не получиться попасть туда, и вы, наоборот, заполосите где-то, вот поставите пятно, пытаясь прокрасить вот какую-то там вот эту вот часть пустую, которая у вас получилась. Поэтому скачивайте приложение Метроном и с ним начинаете работать. Выставляете для себя удобный ритм, какой вам будет подходить, и можете сейчас, можно потренироваться просто на латексе. Можно ускорить. Если в одном ритме работать, то у вас штрихи будут получаться одной длины. Даже если вы где-то проскочите, вы вернетесь на втором проходе, не страшно. Хотя надо максимально штрихи класть один близко к другому, чтобы у вас получился такой супер равномерный прокрас. Но с Метрономом у вас не будет вот этих скачков по скорости, во всяком случае, совершенно точно. И в одном штрихе, в каждом штрихе у вас будет примерно одинаковое количество точек. А это значит, что и размер точек будет одинаковый. Но опять, потому что помните, да, вот вы можете провести быстро штрих, а можете провести медленно штрих. И это совершенно два разных по качеству штриха, которые дадут разное поведение пигментов кожи. То есть он будет разного оттенка и разной плотности. А вам нужно, чтобы была бровь прокрашена максимально однородно. Поэтому первая ошибка искореняется при помощи Метронома, который вы скачаете, будете под него тренироваться, будете максимально стабильны. Тут зависит от того, вы в две стороны работаете, например, или только на себя. Как вам удобно. Самое главное, оттренируйтесь, и потом вы можете уже без него работать, потому что у вас рука просто привыкнет вот к этой стабильности, и вы лишитесь вот этой дурацкой ошибки, которая многих новичков преследует. Еще одна ошибка, которую вы можете совершить, это такие вкапывающие движения. Обычно со стороны хорошо видно, как раз чуть сбоку. Это когда вы вместо того, чтобы вот так плавно прикоснуться, вы вот такое движение совершаете. Визуально,
То есть вы как бы втыкаетесь, не как будто самолетик сел, вы пролетели и он взлетел, а как будто вертолет сел и потом уже штрих совершается. Визуально иногда это даже выглядит неплохо. Просто вы должны понимать, что в момент втыка вы уходите на другую глубину, и там еще и пара точек остается лишних, потому что у вас вот это движение, оно вертикальное. А нужно, чтобы вы просто вот гладили, чтобы вы прикасались вот так вот, как я сейчас показываю, мягко. Размер штриха может быть разным. Вы можете его сделать коротким, но он должен быть гладящим. Вы можете его сделать длинным, это зависит от, не знаю, длины пальцев, от удобства, вот это вот все. Но ни в коем случае он не должен быть вот таким вкапывающим. И как от этого избавиться нам? Вы можете вот таким образом прорисовать, ну, может, даже красивее, чем у меня сейчас, две полоски параллельные. И ваше движение должно быть длиннее, чем вот эти вот полоски. То есть результативное прикосновение должно быть внутри полосок. То есть вы делаете размах, прикасаетесь, проходите внутри полосок и выходите. То есть у вас вот здесь вот должны быть до этой полосы рассеянные точки. Вот здесь они должны быть, ну, такие, какие должны быть, в зависимости от маха. И вот здесь тоже рассеянные точки должны быть. Это очень такой важный момент, то есть размах длиннее, чем место прикосновения. И тогда вы не будете совершать вот этих вот втыкающихся штрихов, которые приводят к тому, что там, где вы воткнулись, у вас будет всегда образовываться такое более холодное место, потому что вы на большей глубине в этот момент оказываетесь, и сработает эффект Тиндаля всегда. И такое уплотнение. Обычно вот этот втыкающийся штрих, он вот так вот примерно выглядит. То есть мастер прикасается ровно там, где начинает движение. И получается, в начале этого штриха, вот в этой части, большее количество точек и большая глубина. А вот в этой части уже нормальный штрих, рассеянный, мягкий. И многие мастера не могут понять, как же это работает. И потом они совершают следующий блок при прокрасе, и у них получается уплотнение. И потом еще один блок, и получается опять уплотнение. И в итоге бровь получается такая, она как будто прокрашена, и в ней вот такие вот горизонтальные полосочки образуются за счет того, что место прикосновения к латексу или к коже клиента у вас получается жестким. Поэтому откатайте вот это вот прикосновение, оно должно быть гладящим всегда, то есть вот такой размах. И за периметром моих вот этих полосок у вас должен быть воздух. То есть вот если замедлиться, то у меня движение на себя и от себя, оно продолжается за вот этими вот полосками. Вы можете выбирать ширину этих, ну, между полосками, такую, которая вам удобна и в работе нужна. То есть это зависит от того, какой у вас штрих, от того, как вам ставить удобно пальцы. То есть это может быть 4-5 миллиметров, может быть сантиметр. Но самое главное научиться, чтобы начало и окончание у вашего штриха были мягкие, чтобы это было прикосновение гладящее. То есть можно прям длинный штрих сделать, это зависит опять от удобства. Хотя на самом деле длинный штрих, он более опасный, что ли. То есть я не рекомендую делать штрих длиннее сантиметра, потому что когда штрих очень длинный, в середине вы все-таки уходите чуть глубже, чем нужно. Поэтому это тоже считается ошибкой. Вы можете прокрасить неплохо бровь вот таким вот длинным штрихом, но через месяцев 5-6 она у вас посереет, потому что половина вот этих точек, если присмотреться, вот они где-то мелкие, где мягкое прикосновение, а где-то в середине они прям большие. Это значит, в этот момент вы ушли глубже, чем было нужно, и у вас будет такая бровь правильного цвета, но через полгода примерно она станет серой, потому что половина ваших точек на большей, чем нужно глубине. Поэтому не рекомендую делать большие штрихи, чтобы вот так вот не ошибаться. И вот это вот упражнение откатайте до тех пор, пока у вас дымка не будет и с внешней стороны, и с внутренней одинаково мягкой. То есть вот это можно, даже если увеличить сильно, то по количеству точек вот здесь это видно, что вот здесь там 2-3 точки, а вот здесь прям плотно, они прям одна на одной лежат. И это значит, что прикосновение вот такое вот закапывающее. Еще хороший метод не вкапываться
одеть чистую перчатку, взять модуль, естественно, чистый, и поработать на своей руке. То есть вот вы должны понять, что вы свою руку гладите, вы прикасаетесь так, что вам не больно совершенно. Вы не должны прокрасить перчатку. Я думаю, будет видно блеск, как минимум. Надо брать белую перчатку. Я вижу, блеск появляется. Значит, я крашу перчатку. Но мне не больно, я вообще не чувствую прикосновения. И если я вот так вот воткнусь, как я сейчас на латексе показывала, то в момент прикосновения вкапывающего мне будет больно. И вот так вот на руке на своей вы можете понять, то есть вы просто должны вот так гладить, провели на себя, от себя, неважно, вам должно быть удобно, то есть либо на себя, либо в две стороны вы можете работать. Но самое важное это то, что когда вы перчатку снимете, на коже ничего не должно быть. Не должно быть никакого следа, никаких ранок, никаких втыков и уж тем более прокрашенной руки. Потому что вот это вот прикосновение очень круто откатывает на перчатки. Ну, правда, возьмите не как я черную, возьмите светлую. Но здесь тоже видно, что я прикасалась и прям красила. Еще одна очень серьезная ошибка – это законтуренные брови. Как эта ошибка создается? Очень часто мастера у контура совершают больше движений, чем в какой-либо другой части. То есть вот я прохожу бровь, и в середине я могу ошибиться с прикосновением, неважно. Самое главное, что почти всегда недостаточное количество штрихов получается, особенно если есть волоски на бровях. И когда мастер подходит к контуру, он же совершает движение влево или вправо, это не важно, он совершает движение, и в какой-то момент он как бы останавливается и еще совершает пару штрихов, и потом уже возвращается опять назад. И вот эти пару штрихов, они оказываются критичными, даже если мастер туда-сюда проходит, и получается, что внешний контур и внутренний контур, они ярче, чем середина, потому что мастера не считают, не контролируют свое движение и топчутся у контура. Поэтому я вам рекомендую подходить к контуру и больше не совершать ни одного движения. То есть если вам нужно еще плотнее прокрасить, вы можете сразу начинать чуть-чуть от контура, даже отступив, потому что на самом деле периметр брови всегда должен быть максимально мягким, не законтуренным. Это если вы работаете вот таким образом, параллельными штрихами, когда прокрашиваете бровь. Поэтому никогда не топчитесь, не совершайте вот эти вот еще парочку штрихов во внешнем, во внутреннем и тем более во внешнем контуре, потому что верхняя граница, она всегда должна быть такая более мягкая. Еще одна важная ошибка – это большие пиксели. Как это случается? Обычно, когда скорость на машинке невысокая, а мастер двигает рукой быстро, получается у нас такие рассеянные пиксели. И это неплохо в общем и целом. Но на сухой коже, на возрастной, например, такие пиксели, точки, вот эти места прикосновений, они иногда заживают вот прям вот такими точками и остаются после заживления, не подплывают, особенно если вы работаете гибридными красками. Поэтому, чтобы у вас не было вот таких вот точек на большом расстоянии, даже не таких, это неплохо, кстати, получилось еще, то есть бывают прям вот такие какие-то точки, сильно видные, яркие, жесткие достаточно. Это когда низкая скорость и достаточно сильный нажим. И вот эти точки, они все остаются, они все ярко видны. И такое ощущение, что какие-то мухи нагадили, получается, как будто грязная кожа, как будто в поры забился пигмент. Вот это так и выглядит после заживления. Поэтому чуть легче прикосновение, чуть медленнее скорость, если у вас, я имею в виду скорость движения руки, если у вас машинка медленная, чтобы у вас получались точки маленькими, чтобы они за собой визуально, только если присмотреться, у вас видно, что это все равно точки, то есть, а так это смотрится глазом, как такое сплошное полотно, которое за вами остается. И тогда у вас будет появляться не пиксель, который виден, зажил некрасиво, вот так вот ярко, с пустотами между, а вот такое полотно равномерное, и это будет выглядеть именно как дымка, как будто тенями мазнули.
Очень я не люблю эти пиксели. Если вдруг они у вас все равно появляются, то вы можете выбрать, например, минеральные краски, потому что они подплывают и не остаются пиксели после заживления. Такое свойство у минеральных красок. Или вы можете поднять немного скорость, чтобы у вас между точками было меньше расстояния, чтобы, в общем, полотно за вами, которое остается, было равномерным, чтобы это не были точки на большом расстоянии некрасивые. И еще один момент, который мне очень не нравится, это огромная дымка, которую мастера создают осознанно. То есть вы, безусловно, можете прокрасить полупрозрачно, воздушно бровь. Я не рекомендую рисовать у клиентов гигантскую дымку. Вот, например, смотрите, у меня бровь должна закончиться, ну вот здесь, я для себя очертила. Это нормальная как бы толщина брови. Я прокрашиваю серединку поплотнее. Я могу менять направление, безусловно. Но штрих, который я заканчиваю, он должен заканчиваться в общем и целом у периметра брови. То есть я не выскакиваю сильно далеко. Я просто хочу, чтобы у меня штрихи перекрестились между собой, чтобы не было полосок, какие иногда получаются, когда просто очень равномерный штрих, и точки выстраиваются таким вот образом, и они как бы полоски совершают, не очень красиво. Но это можно нивелировать, если просто вот наискосок положить штрих. Все, точек уже, полосок этих уже нету. Да, безусловно, этот штрих хорош. Но я не рекомендую вам делать вот это вот, когда растягивают вот эту дымку, маразматично высоко, когда вот пушат вот эти брови делают с километровой дымкой, которая есть вариант, что приживется. И вообще какой смысл, даже если вот это вот место не приживется, зачем лишний раз травмировать кожу? То есть вы можете завершить свой штрих практически у контура. И так как это направление во внешнюю сторону, у вас не будет как бы жесткой границы. То есть она будет мягкой, но она не будет далекой. А вот эти вот брови, которые сейчас очень многие мастера рисуют, то есть вот это хвост, вот здесь вот у нас тоже получается вот эта рабочая зона. Сейчас я проштрихую. То есть вот я проштриховала толщину у брови, которая должна быть. И вот это вот движение, которое я делаю наискосок во внешнюю сторону, оно заканчивается у контура. Не надо делать его вот таким вот прям вот этот контур размытым, огромным, бесконечным. Потому что если вы рассчитываете на то, что вот это вот расстояние не приживется, то абсолютно не имеет смысла в том, чтобы это создавать. То есть заканчивайте свое движение, вот у вас вот здесь вот должно оно закончиться, то есть вы его примерно в этой вот части и заканчиваете. Не нужно выскакивать сильно далеко, создавая вот эту вот бесконечную дымку. Плотность вы регулируете количеством штрихов. Вы прям можете их считать, визуально глазами наблюдать за тем, чтобы у вас четко пигмент ложился, чтобы дымка была только в нужном вам месте. И вот здесь вот, если боитесь у контура останавливаться, менять направление штриха, чтобы во внешнюю часть у вас дымка была мягкой, чтобы не законтуриться, как вот мы до этого с вами говорили, одна из ошибок. Но не делайте ее большой, пожалуйста, не делайте. Не нужно этого делать, не дай бог она приживется и будет вот это у вашего клиента грязь непонятная вокруг брови. Это 5 основных ошибок, которые вы можете совершить в работе с клиентом. Если вдруг у вас еще какие-то есть ошибки, пишите, я постараюсь и ответить, как их избежать тоже в комментариях к этому видео. Все, всем спасибо, всем пока.